Нередко бывает так, что задачи, кажущиеся простыми и легко выполнимыми при взгляде на них на бумаге или в концептуальных планах, в действительности таят в себе множество подводных камней, неожиданных сложностей и непредвиденных последствий. Именно эти скрытые факторы, остающиеся за пределами первоначального анализа, зачастую и приводят к значительным трудностям, пересмотру планов и даже полному провалу, казалось бы, перспективных проектов. Примеров тому в истории человечества множество, и они наглядно демонстрируют, как простота замысла может обернуться непредсказуемым результатом. Рассмотрим несколько показательных кейсов для иллюстрации этой идеи. Возьмем, к примеру, активно обсуждаемую сегодня тему альтернативных источников энергии. Сама идея перехода к возобновляемым источникам, таким как солнечная, ветряная или гидроэнергия, безусловно, выглядит благородной и привлекательной. Она сулит решение многих экологических проблем, связанных с использованием ископаемого топлива, и обещает более чистый и устойчивый путь развития. Однако, как показывает практика, внедрение альтернативной энергетики сопряжено с рядом сложностей, которые могут свести на нет, либо даже обратить вспять ожидаемые положительные результаты. Например, строительство огромных ветряных электростанций требует значительных земельных ресурсов, может негативно влиять на популяцию птиц и нарушать эстетику ландшафта. Производство солнечных панелей связано с использованием редких материалов, добыча которых также оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, нестабильность выработки энергии ветряными и солнечными электростанциями требует создания дорогостоящих систем хранения и резервирования. Таким образом, кажущееся простым решение в области энергетики на деле оказывается сложной системой, требующей комплексного подхода и учета множества факторов, чтобы избежать непредвиденных последствий. Другой пример, на котором стоит заострить внимание, это географическое положение двух крупнейших континентов — Европы и Африки. Их разделяет лишь небольшой пролив — Гибралтарский. Расстояние между берегами составляет всего около 14 километров. Казалось бы, это совсем немного, и создание прямого сухопутного сообщения между континентами выглядит вполне реальной и логичной задачей. Однако, несмотря на столь заманчивую перспективу, до сих пор ни один мост или тоннель не соединяет Европу и Африку. Возникает естественный вопрос: почему? Пытались ли люди вообще предпринять попытки объединить эти два континента? Или же существуют непреодолимые препятствия, о которых мы можем только догадываться? Чтобы найти ответы на эти вопросы, необходимо более детально изучить историю и природу данного вопроса. История нашей планеты учит нас, что материки никогда не были статичными образованиями. С течением миллионов лет они постоянно находились в движении, объединяясь в гигантские суперконтиненты, такие как Пангея, и распадаясь на отдельные фрагменты, образуя современные континенты и океаны. Этот динамичный процесс, известный как тектоника плит, продолжается и по сей день, хотя и не так заметно для человеческого глаза. Огромные территории суши подвергаются эрозии, смещаются, поднимаются и опускаются, подвергаясь воздействию природных сил, формирующих ландшафт планеты. Эти процессы зачастую протекают независимо от воли человека, демонстрируя колоссальную мощь природы. Даже сегодня наша планета продолжает формироваться, и огромные территории могут подвергнуться существенным изменениям, вплоть до разрушения. Но по большей части вопросами изменения рельефа Земли всегда занималась природа. Человек, конечно, вмешивался в этот процесс, но его масштабы вмешательства, как правило, были незначительны по сравнению с природными катаклизмами. Возьмем для примера Панамский канал, который представляет собой выдающийся инженерный проект, потребовавший от людей прошлого немалых усилий, финансовых затрат и людских потерь. Тем не менее, даже этот грандиозный проект, изменивший ход мировой торговли и судоходства, выглядит незначительным в сравнении с мощью природных катаклизмов,
способных разрывать острова на части, изменять русло рек и вызывать землетрясения и извержения вулканов, оказывающие куда большее влияние на планету, чем любые человеческие проекты. В течение многих веков человечество стремится сделать свою жизнь комфортнее, удобнее и безопаснее. Стремление к развитию, совершенствованию и освоению новых территорий часто приводит к успешному решению сложных задач, включая строительство дорог, мостов, тоннелей и других инженерных сооружений. История знает множество примеров, когда, казалось бы, непреодолимые препятствия преодолевались благодаря упорству, знаниям, технологиям и совместным усилиям разных стран. Наиболее ярким примером является строительство тоннеля под Ла-Маншем или Евротоннеля, соединившего Великобританию и Францию. Этот проект стал выдающимся достижением инженерной мысли, потребовавшим огромного количества усилий, значительных финансовых вложений и объединения ресурсов нескольких государств. Результат превзошел все ожидания. Евротоннель не только обеспечил удобное и быстрое сообщение между странами, но и стал символом европейской интеграции и сотрудничества. Опыт строительства этого тоннеля наглядно продемонстрировал, что при наличии желания, необходимых технологий и ресурсов, человечество способно преодолевать водные преграды и прокладывать сухопутные дороги практически в любое место на планете. Этот успешный опыт позволяет нам задуматься о других подобных проектах, в частности, о возможности соединения Европы и Африки. Однако, несмотря на впечатляющие достижения в области инженерного дела, практика показывает, что далеко не все задачи, даже кажущиеся вполне решаемыми, находят свое воплощение в реальности. Так, например, между Европой и Африкой до сих пор нет ни моста, ни тоннеля, хотя расстояние между этими континентами сравнительно невелико, и существуют технологии для строительства подобных сооружений. На это есть свои причины, которые требуют более детального рассмотрения. Почему же, несмотря на все достижения человечества, Европа и Африка остаются разделены водным пространством? Ответ на этот вопрос требует глубокого анализа природных и технических факторов, которые препятствуют реализации такого проекта. На первый взгляд, эта ситуация может показаться удивительной и даже парадоксальной. 14 километров — это действительно небольшое расстояние, особенно если сравнивать его с протяженностью недавно построенного Крымского моста, длина которого составляет 18 километров. Крымский мост, соединивший Крымский полуостров с материковой Россией, стал впечатляющим инженерным сооружением, продемонстрировавшим способность человека преодолевать значительные расстояния и строить сложные конструкции. В связи с этим возникает вопрос: неужели Европейский Союз, заинтересованный в развитии транспортной инфраструктуры и обеспечении сухопутного транзита между странами, не рассматривал возможность строительства моста или тоннеля, соединяющего Европу и Африку? Ответ на этот вопрос заключается в том, что пока это невозможно, и причины такого решения кроются в сложных природных условиях, которые делают реализацию данного проекта крайне сложной и дорогостоящей. Основной проблемой, делающей строительство моста или тоннеля через Гибралтарский пролив невероятно сложной, является большая глубина пролива, которая в некоторых местах достигает 2 километров. Несмотря на кажущуюся незначительностью этого значения, для подводного строительства такая глубина представляет собой огромную проблему. Даже создание надежных опор для моста или туннеля в таких условиях потребует огромного количества ресурсов, применения самых передовых технологий и преодоления множества технических сложностей. Необходимость разрабатывать и возводить специализированные конструкции для подводного строительства делает проект чрезвычайно дорогим и трудоемким. Представьте себе объемы материалов, которые потребуются для создания одних только колонн, поддерживающих мост или тоннель на такой глубине. Помимо глубины, Гибралтарский пролив характеризуется сильным и непредсказуемым течением, направленным в разные стороны. Это течение создает дополнительные сложности не только в процессе строительства,
но и в дальнейшем обслуживании моста или туннеля. Сильные течения могут оказывать значительное давление на конструкцию, увеличивая вероятность ее повреждения и усложнять ее эксплуатацию и ремонт. Меняющееся направление течений также создают сложности, влияя на выбор материалов и конструктивных решений, необходимых для обеспечения прочности и долговечности сооружения. Кроме того, нельзя забывать о возможных природных катастрофах, таких как цунами, которые могут стать серьезной угрозой для любого сооружения, расположенного в этой зоне. Непредсказуемость стихии и ее разрушительное воздействие делают строительство и эксплуатацию сооружения в Гибралтарском проливе еще более рискованным и дорогостоящим предприятием. Учитывая все эти факторы, становится понятно, почему соединение Европы и Африки сухопутным путем до сих пор не реализовано.